Привет! Когда я впервые начал заниматься фотографией, я думал, что портретная съемка – это легко. Но я ошибался. Дело не в том, что создать красивый кадр сложнее, чем кажется. Я был удивлен тем, как много нужно для создания целостного образа, который ты видишь в крутых портретах. Когда ты новичок и только начинаешь заниматься портретной съемкой, может быть сложно понять, как сделать хороший снимок. Понимая это, я составил краткий список из 3 основных советов по портретной фотографии для начинающих. Каждый совет поможет улучшить качество твоих фотографий, подсказывая, как сделать снимки лучше и какое влияние оказывают аксессуары. А примеры я буду показывать на фотографиях, которые мне предоставил мой друг и фотограф Эдвард Панов, за что ему отдельное спасибо. И давай начнем. Первое, что отличает профессиональный портрет от портретов, снятых новичками, это наличие фона, дополняющего снимок. Ключевое слово здесь – дополняющим. Чего не стоит делать, так это перегружать портрет чрезмерным фоном, отвлекающим от модели. Фоновые элементы на этом снимке вызывают интерес, но не являются чрезмерными. Вместо этого они дополняют кадр так, как мы хотим, добавляя визуальный интерес к фону, но модель больше привлекает наше внимание. Один из самых простых способов, как сделать ваши портреты привлекательнее, это добавить им объема. И это можно сделать 2 способами. Здесь мы видим, как добавление стекла с каплями на переднем плане кадра сразу добавляет объема и глубины этому кадру. Совершенно другой, но столь же эффектный вариант – это разместить модель так, чтобы ощущалась глубина. На этом изображении модель сидит на земле, вытянув ноги к камере, что позволяет придать более объемный вид. Кроме того, обрати внимание, что фон на этом снимке более сфокусирован, чем обычно бывает на портретах. Опять же, это позволяет добавить глубины, благодаря которой фотография становится более похожа на 3D изображение, чем на 2D. Но все же, обрати внимание, как я указывал ранее, фон и другие элементы на этом кадре только улучшают этот снимок и ничто не отвлекает от модели. Еще один способ повысить привлекательность твоих портретов – это добавить аксессуары, которые сделают фотографию более интересной и придадут снимку более уникальный вид. На этом снимке видно, как добавление зеркала делает портрет сразу бросающимся в глаза. Но это может быть не просто зеркало, а аксессуар, который обрамляет объект. Например, портрет через кольцо или что-то в этом духе. И внимание будет больше заострено на нужном объекте. Это прекрасный пример того, как правильный реквизит, использованный должным образом, поможет сделать что-то более привлекательное, чем просто портрет. То же самое можно и сказать об этом кадре. Шляпа, одежда и газета, которую держит модель, увеличивают визуальный интерес к фотографии. Плюс здесь еще обрамление с помощью окна и глубина за счет фактурного стекла на переднем плане. Также есть еще куча всего, что нужно для создания великолепного портрета. Но эти советы по добавлению аксессуаров и композиции изображения помогут тебе двигаться в правильном направлении. А если это видео было тебе интересным или полезным, поделись им с друзьями. Поставь лайк, чтобы я понял, что оно вам понравилось. И подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые серии. И ставь колокольчик, чтобы узнавать о сериях первым. И пока!